Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вторая часть по пошиву платья для куклы со встречной складкой спереди. Мы закончили на том, что мы выкроили подкройную для того, чтобы обработать горловину и пройму. Пришили эту подкройную деталь и вырезаем по рельефу горловины и проймы. Напомню, что заранее мы подкройную деталь не вырезали, потому что ткань может двигаться, и некоторый сдвиг ткани может очень навредить нашему пошиву платья. Вот мы уже разгладили, вывернули. И таким образом выглядит наша передняя часть платья. Мы складку встречную прихватили нитками, и эта складка пусть будет в таком состоянии, прошитом до конца изготовления платья, иначе она нам будет мешать в пошиве при дальнейшей обработке нашего платья. Вот мы примеряем переднюю часть, и она идеально нам подходит. Переходим к спинке. Поскольку мы на спинке не делаем встречную складку, спинка у нас без складок, то мы берем только ту часть выкройки, которая без добавочного количества ткани на складку, то есть выкройку только спинки. Спинка и перед для куклы у нас совершенно одинаковые, поэтому мы убрали в выкройке складки и выкроили наш деталь спинки. Так же точно, как и в передней части, мы вырезаем подкройную, оставляя некоторый запас ткани вокруг рельефа . Поскольку у нас голова у куклы очень большая, я задумала сделать на плечах пуговицы и петли, чтобы свободно голова проходила. Но если вы хотите сзади сделать разрез, на пуговичку застегать или другим образом заднюю часть застегать, то в обработку подкройной войдет и этот разрез на спинке. Его нужно точно так прострачивать. Вот мы прострочили заднюю часть нашего платья, спинку, и аккуратненько вырезаем. Напомню, что в местах сгиба мы должны ткань надрезать, чтобы она вывернулась и не было некрасивых складок. Вот в этом месте, видите, надо сделать небольшой разрез, не доходя до строчки, примерно 2 миллиметра. Так же точно, как и в передней части нашего платья, мы выворачиваем, заглаживаем. И теперь спинка платья тоже у нас готова. На этом этапе мы будем сострачивать бока платья, спинку и перед платья. По бокам мы будем строчить, вот слегка приподнимая подкройные детали, и строчим до точечки
где подкрайная наша закончилась. Но если вы новичок, не вдавайтесь в такие супер подробности. Ничего идеального в мире нет. Никто и ничего не может сделать супер идеально. Тем более, если вы работаете первый раз. Ничего страшного, если что-то у вас получится не так. В любом случае у вас получится, может, первый раз не так, но второй будет все замечательно. Сострачиваем бока. И платье у нас практически готово. Вот мы примеряем на куклу наше платье. На плечах платья будет застежка, состоящая из петли и пуговицы. Но если у вас будет застежка на спинке, то вы можете потайным швом сшить плечики обоих половинок платья, передней и спинки. Я выбрала пуговицы на плечах и петли, потому что так удобней для меня. Голова у куклы достаточно крупная, и это наилучший для этой куклы вариант. Вот мы сострочили бока. И осталось у нас только подшить платье и украсить его. Платье мы подшиваем в 2 подгиба, чтобы было все красиво. Дальше мы будем выбирать, как украсить платье. Для украшения выбирайте мягкие рюши или тесьму, потому что складочка должна очень мягко ложиться, встречная складочка спереди. Не торопитесь, включите на медленный просмотр, если я быстро выкладываю видео, и делайте вместе со мной. Это несложно, и у вас замечательно все получится. У нас получилось вот такое красивое платье. Я его украсила бантиком. На плечах я пришила пуговицы и петли. Как делать петлю? Я ее называю социалистическая петля. Я сделаю шотс. И вы посмотрите, как за 1 минуту сделать вот такую исключительно шикарную петельку. Не нужно никаких шнурков, не нужно никаких дополнительных движений, чтобы сделать такую петлю. Ровно 1 минута. Петля замечательная, она не закрывается и практически невидимая. Она состоит из ниток. Ну что ж, друзья, у нас все получилось. Я рада, что вы с нами. До новых замечательных и полезных встреч. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте комментарии свои, лайки и обязательно пишите темы для будущих наших уроков, что бы вы хотели, чтобы мы пошили для куклы. Не забывайте, что также мы будем шить и для детей, и для взрослых. Мы всегда перед пошивом делаем выкройку, и это очень ценно, потому что выкройка – это голова любому шитью. А сейчас мы с вами совершим вечернюю прогулку вдоль моря.
после труда мы немного расслабимся и насладимся красотой моря. До свидания, до новых встреч!